Всем привет, вы на канале Дифи, мы играем в игру Drag Racing уличной гонки. Нахожусь я на аккаунте подписчика в рубрике аккаунт подписчика. Все логично, так что сегодня будет обзор, с вас как всегда лайкосик, подписочка на канал, если вы не подписаны. Также ссылка на мой телеграм-канал есть в описании под роликом. Ну и не буду томить. Начнем с истории аккаунта. Да, владелец даже предоставил историю аккаунта. И из истории хотелось бы подчеркнуть такие основные моменты. Аккаунт был создан в ноябре 2022 года. В декабре уже появился клан, да, данный игрок катает и играет в команде. И благодаря клану он начал успешно развиваться. Но до этого мы еще дойдем. Давайте к обзору первого автомобиля. Первый автомобиль довольно эксклюзивный, это Mercedes A124 E320. Кабрик, находится он в Е-уличном, полноприводный, на 2066 лошадиных сил на тонну. В целом, на характеристики вы можете и так посмотреть, им я не буду посвящать внимание. Я хотел бы уделить время внешке. Внешне автомобиль мне очень нравится, и очень жалко, что его сейчас нет возможности пойти купить в любом из предложенных нам автосалонов. Так бы его хотел бы иметь у себя тоже на аккаунте, к слову. Так что если он когда-то появится в донате, то, наверное, прикуплю. Обязательно сейчас идем делать заезд. Хочу оставить вот этот вот видеоматериал в памяти канала. Вот что, да, я катал на таком вот автомобиле. И по силам у нас вот равный соперник. Toyota Chaser 2066 лошадок, у нас также само, силы наши равны. И сейчас попробую вот переключаться, как чувствую. Не знаю, что из этого выйдет. Просто жмем в пол и видим, что вот первая завтыкала, вторая завтыкала, а вот третья, четвертая вроде бы неплохо. Пятая рано, но тем не менее, проехал эту дистанцию за 6 секунд 99 сотых. Это уж никак не быстро и не хорошо, но сам факт езды на этом автомобиле, он приятен. И то, что он сейчас не прокачан и не настроен, не делает его каким-то плохим. Он мне очень нравится. На нем я не буду акцентировать ваше внимание и пойду дальше. Дальше вы уже увидели, что есть Зазик, он стоковый. Зазик иметь в гараже очень хорошо, этот автомобиль мне тоже очень по душе, и я бы таких бы хотел иметь несколько в гараже. Но на Зазике тоже внимание не концентрируем. А вот давайте посмотрим лучше на Весту TCI-1, которая у нас в бэстоке на 3805 лошадиных сил на тонну. Конечно, еще внимание падает на номера, на командный винил, но это все потом. Уверен, что на тачке стоит нитро, уверен, что хорошо прокачана, и да, как бы нитро есть. Давайте заглянем в чертежи, как она прокачана, но судя по турбо, ну, наверное, полностью full прокачки. Даже смотреть не буду. Заезд, конечно же, сделаем. Как ехать и переключаться на данном автомобиле, я плюс-минус знаю, мне уже рассказали о всех тонкостях. Греем резину и готовимся стартовать. Нитросик включен, старт. Первая передача, вторая, третья. Так, четвертая, и вот можно было попробовать тыкнуть еще, но у нас на 4-ступенчатой. 8 секунд 60 сотых, это прям отличный результат. Проехал как владелец аккаунта, вот прям на уверенных. К слову, очень хороший автомобиль для новичков, ведь на нем очень удобно катать турнирку, очень много можно фармить. И в целом тачка не особо и слабенькая, можно бодаться с боссами и прочее. Хороший автомобиль. Но мы двигаемся дальше, видим Octavia, видим вот Nissan Silvia S15. И, кстати, Silvia это стоковая, но обратите внимание на винил. Винил мне очень нравится, очень красивый. Если бы такой был на платформе iOS, я обязательно купил бы и специально для этого винила создал бы вот проект какой-то с этим автомобилем. Но тоже не заакцентируем внимание, Ferrari F40, Mazda RX-7 Type R тоже имеются. Тоже все в стоке. Есть у нас еще уже далеко не стоковый Mercedes-Benz C204 Matic, G-Custom на моторе от Huracan на 4942 лошадиные силы на тонну. Видим, что есть сеты. И есть такое ощущение, что есть еще и нитро. Кстати, не обратил внимания, но проблесковые маячки тоже имеются. Это прям жирный. Старый лес, тут стоит сет, полная стадия. По турбо, да, тут установлен нитросик, ну просто лютый автомобиль. Сейчас на нем сделаем заезд, ну просто полностью вкачан и соответственно полностью настроен. Проблесковые маячки, все что можно тут на нем есть. И это реально, наверное, один из самых дорогих проектов в игре, который можно вообще построить. Да, можно было взять какой-то дороже кузов, и тогда проект был, соответственно, стал еще дороже.
Проедемся на этом автомобиле в ПДД, потому что есть проблесковый маячок, почему бы и нет. Мы прогрели даже резину, вот чтобы идеально стартануть. Жмем газ в пол, первая передача, вторая давайте. Ой-ой-ой, как нас подбрасывает. Даже вот такие вот кувырки полетели, но ничего. Стали на колеса, двигаем дальше, опять с первой стартуем, вторая, третья. Просто космос, а не автомобиль, дури в нем ужас сколько. Проехали мы дистанцию за 24 секунды, видим, что владелец едет даже лучше. Но ничего страшного, все равно мы забираем полностью 100% от заезда, потому что есть проблесковый маячок. Тачка интересная, к ней мы еще, наверное, вернемся, но давайте посмотрим, что есть еще на аккаунте. Есть у нас еще Panamera GTS стоковая на виниле от Дэдпула. Сам винил тоже довольно интересно оформлен. По тачке сток, так что на ней не останавливаемся, двигаем к Мини Куперу. Мини Купер не привлекает, если честно, никакого внимания, так что двигаем дальше. Вот есть такой вот автомобиль, называть я его буду Зефирка, тоже с красивым очень винилом и с очень интересными номерами AACR3R30. Такой автомобиль и я имею на своем основном аккаунте, но вот с таким винилом он приобретает какой-то новый вид. Но двигаемся дальше, и дальше мы встречаем Mercedes CLS 63 AMG. Тот автомобиль, который я очень хочу купить в донате. Вот да, за донат его купить и сделать с него G-Custom на моторе от Huracan, на сетах и на Nitro. Вот сделать что-то подобное до 63-го, который мы сегодня видели. Есть на аккаунте еще пятнашка, который просто бери, ставь на обложку ролика, как фармить монеты и просто лутай просмотры. Это, конечно же, шутка. На аккаунте имеется еще Aston Martin, но Aston Martin мне вообще не по душе, я двигаюсь дальше. Дальше, Ford Focus RS Mark I1. Тоже один из немногих автомобилей, которые я хотел бы заполучить на своем основном аккаунте, который мне вот реально хочется иметь. Чем привлекает автомобиль, я еще точно не знаю, но вот что-то в нем есть. И я рад за владельца аккаунта, что у него есть такие интересные автомобили. Вот реально, уже 4 автомобиля увидел, которые мне вот по душе очень нравятся. Также на аккаунте есть X5 и E70. И это тоже один из моих любимых автомобилей. Данному X подошла кличка Дутик, потому что он реально стоит на вот этих раздутых обвесах. Прикольный. Дальше я обнаруживаю Vector V8 Twin Turbo. Ну, Vector и Vector. В Vector мне ничего интересного нету. Также на аккаунте имеется Ford Mustang 429B L Custom. В целом, L Custom он-то не вкачанный. Но вот что за странное название? Ford Mustang 429B. Звучит как очередной эксклюзивчик, но может я ошибаюсь, так что вы меня поправьте уже в комментариях. В целом, я не скажу, что этот автомобиль привлекает мое внимание, но вот название как раз наоборот вот пытает меня заинтересоваться и задуматься, что это за автомобиль. Но не буду этого делать, пойду дальше смотреть лучше на VFTS, которая в А-стоке на 3255 лошадок. Как по мне, это просто прокачанный VFTS, без всяких сетов, без всяких нитро. Но давайте в этом убедимся. Да, в турбо я никакого нитро не обнаруживаю. Вижу, опять же, очень красивый винил, который мне тоже очень нравится. Но к самой тачке я как бы равнодушен. VFTS у меня была и не одна. И строить еще одну VFTS я, наверное, уже не буду. Как по мне, это пройденная просто для меня история, и про VFTS можно вот забыть. Тачка заезжена и в целом А-класс особо не едет, так что на нем тоже не акцентируем внимание. Subaru BRZ STI 13. Тоже сток автомобиль, но тоже с интересным винилом. Но винил, мне кажется, уступает в плане внешки винила той же самой VFTS-ки. На аккаунте, кстати, есть еще Rolls-Royce Wraith, тоже эксклюзив, который, как и я, владелец, скорее всего, получил с контракта. Внимание тоже не заостряем, двигаемся дальше, к Плеймутику, Суперберду, тоже стоковый, G-Stock. В целом, автомобиль очень интересный, я хотел бы его сделать, но пока что не играю так много в игру и не имею столько ресурсов, чтобы делать те проекты, которые реально по душе. Но может в будущем когда-то осуществлю такую задумку. Также на аккаунте есть Honda Civic 6G Type R, это D-Stock на 3157 лошадиных сил на тонну, и скорее всего совсем скоро с данным автомобилем придется распрощаться. Хоть бы как он не был вкачан, но скорее всего Cadillac его уберет из топа.
Но давайте, пока еще этот автомобиль есть на данном аккаунте, мы на нем сделаем заездик. Нагреваем стандартно резину и будем стараться сейчас попадать в передачи. Переключаться где-то на 9000 с половиной оборотах, но вот видите, первые две передачи не попало, потом вроде бы даже неплохо зацепился и поехал. И проехал вот эту вот замечательную дистанцию за 9 секунд 25 сотых. Это на пару сотых хуже, нежели едет владелец, так что можно вот засчитать как хороший результат. В целом, Honda Civic у меня тоже была, и на ней тоже не хочу заострять внимание. Двигаемся дальше. Lamborghini Diablo H Custom с мотором, скорее всего, это LFA. Потихоньку вот видно, что качается, надо качать движок, надо качать чертежами все детали. То есть автомобиль недавно начал собираться. Проект, как по мне, неплохой, и будет очень интересно посмотреть на финальный результат. Желаем успехов его закончить. Двигаемся дальше. Дальше у нас стоковая копейка, ну как стоковая, немножко прокачанная. И на этом как бы конец всего автопарка. Вот мы вернулись с того, с чего начинали. По валюте есть там миллиончик монет, 8000 баксов, 2000 турнирки, там 3000 лавр. Это, конечно же, все неплохо. Из автомобилей, те, что мне понравились, выделю вот этот вот Mercedes Cabrio, Mercedes тот, что в G-Custom. В общем, выделю все Mercedes, Запорожец там запомнился. Ну, не суть, вот это то, что мне запомнилось, а вы напишите то, что вам запомнилось. Контракт данный владелец аккаунта выполняет и уже к концу месяца, скорее всего, заберет Cadillac. В инвентаре у нас есть детали плюс-минус на 500 тысяч монет. Среди них можно найти сетовые детали, что-то скрафтить по типу модов не выйдет, потому что пока что не нахожу одинаковых сетовых деталей. В ящиках, ого, 3 ящика, второй шанс. То есть это 3 ящика, с которых может выпасть 3 купона перепаковки со шансом 100%. То есть, капец. Да, там есть какие-то ящики с предохранителями, но вот это вот подвергает в шок 3 ящика с купоном перепаковки. Это просто класс. Чертежей немного, деталей свапа тоже. По ресурсам есть 5000 литров бензина, есть еще у нас купоны нитро, есть купоны чемпионата. И это как бы все неплохо, но меня не отпускает мысль 3 купона перепаковки. Как и почему их не использовали, мне очень интересно. Нет, использовать их, конечно же, не стоит, но то, что их 3 штучки, это, конечно же, реально берет в шок. По чемпионату, ну вот, самый высший ранг, который может быть у нас тут есть. По клану, кстати, я же говорил, что игрок находится в команде. Команда называется Клан Теней. В целом, full бусты, и есть небольшой такой слушок, что в команде есть 2 свободных места. Так что ссылочка на владельца аккаунта есть в описании, маякните ему. Но чтобы попасть в клан, вам нужно иметь автомобиль от 3500 лошадок, возможность брать по 40 боссов, быть адекватным, быть активным и быть надежным. В целом, все это выполнимо. Взамен вы получите full бусты, тех же самых 40 боссов, командный винил, выберет для вас ту территорию, которая вас интересует, дружный коллектив, ну и соответственно помощь. В общем, если вас интересует вот клан теней, то welcome, вас будут ждать. Напомню, ссылка на владельца аккаунта есть в описании под роликом. Да, есть, конечно же, взносики, коммуналка, так сказать, по 600 баксов вы по 50к золота, но это каждый потянет, если будет играть и будет выполнять требования клана. В общем, про клан тоже сказал, давайте тогда еще зайдем в топы и посмотрим, есть ли мы в топах. Заходим в командные топы и те классы, которые нас могут спасти. Это E-Swap, потому что у нас есть E-уличный. В E-уличном мы не стоим, хотя можем сейчас еще успеть заехать. Есть у нас автомобили в D-стоке, но в D-сток мы вроде бы тоже не едем, надо, наверное, было бы сделать заезд на время по-хорошему. И G-Swap. G-Swap, ну по времени тут, конечно, очень все серьезно. И в целом мы можем даже попасть в топ. Как в целом? Мы по-любому можем попасть в топ, и давайте это попробуем сделать. Нужно проехать быстрее, нежели 7 секунд 79 сотых. Не знаю, получится ли сделать это у меня, но владелец 100% сможет. Ну, все знают, что техника с владельцем это просто вот самое лучшее сочетание. Когда вы садитесь за руль чужого автомобиля, он едет не так, как будет ехать с владельцем. Тут в игре та же самая тема. И если я сейчас не смогу даже так хорошо проехать, ну я, по крайней мере, стараюсь.
Проезжаю, да, я хуже, я проехал за 7 секунд 81 сотую, и это на какие-то сотые секунды хуже, нежели от топа, и реально владелец, если постарается, прям окажется в рядах топа. К слову, давайте еще заглянем на рынок винилов, потому что вот я только что собрал продажи аж на 590 тысяч монет, выполнил, к слову, еще задание из контракта. И мне аж интересно, что там на рынке винилов продается, хочется посмотреть. И давайте еще оценим какой-то винил на рынке, чтобы выполнить еще одно задание из контракта и, так сказать, свой сделать взносик в получение Кадиллака. Оценивать какой винил будем? Да, в целом любой, нужно поставить просто оценку, но я так как-то не могу, что ли, мне нужно выбрать тот винил, который мне нравится, только тот я смогу оценить. В новинках я ничего не обнаруживаю, так что предлагаю перейти в лучшее и здесь уже что-то оценить. Я бы, наверное, оценил из этого всего, вот, что я вижу на данный момент, Мазду. Мазду, да, мне нравится на ней винил, но поставить пятерочку я не могу, вот, а вот четверочку, вот вполне да. Выполнили, в общем, задание, и давайте теперь посмотрим на те винилы, которые создал владелец, и на те винилы, которые он продает. Как видим, есть вот множество винилов на Ford Mustang, на Mercedes, на Nissan Silvio, на Panamera, на Копейку, опять же на Запорожец, опять же на Mercedes. Есть винилы на Весту, и на Весту, кстати, винилов немало. Также самое еще вижу винил на Mercedes и на Civic. В целом все винилы очень интересные. В каком плане интересные? Они сделаны как-то по-своеобразному и качественно. И вот мне это в них нравится. На продаже у нас стоит два винила на Mercedes-Benz C204 Matic. У него уже 190 оценок, 63 продажи. Есть еще вот такой же самый Mercic с 96 продажами. И Subaru BRZ на 30 продаж. Если вы хотите поддержать владельца аккаунта, то можете ему поднять продажи, купившие его винилы. Винил у него качественный, так что я бы на вашем месте задумался. По ценам на автомобили, которые предлагает скупщик, можете словить стоп-кадры интересующего вас автомобиля и узнать ту цену, которую скупщик готов забрать автомобиль. Ну и в целом, если вот подвести итог, аккаунт реально интересен тем, что имеет вот такие вот эксклюзивчики, подкупает своим вот этим вот Мерседесиком C200, ну вот что-то где-то по чуть-чуть, и вот реально вырисовывается интересный аккаунт, который был уже создан не так уж и давно, и это все не за заслуги перекупства на рынке, не за того, что вы катаете там в турнирке, чтобы продавать и как-то фармить монеты, это все благодаря клану создано. И вот благодаря клану вот с конца 2022 года вот на нынешний момент мы имеем вот такой вот аккаунт, точнее имеет владелец аккаунта, ссылка на которого есть в описании под роликом. И я бы этому аккаунту, наверное, поставил, ну, уверенную семерочку из 10-бальной шкалы. Тут были те автомобили, которые меня удивили, в частности это Мерседесы. Также удивило наличие 3 купонов перепаковки, точнее 3 ящиков удачи. Ну и в целом мне аккаунт как бы понравился. Ваше мнение жду в комментах. Ну и напомню, что если вы хотите так же само дать свой аккаунт на прокачку или на обзор, пишите мне в телеге. Ссылку на мою телегу вы можете найти в моем телеграм-канале. Не забывайте лайки, подписки на канал. Ну и спасибо, что посмотрели этот ролик. С вами был, как всегда, Дифи. Всем еще раз спасибо за просмотр и пока-пока.